Перед началом призываю лишний раз вас подписаться на наш телеграм-канал, ведь именно там новости публикуются в первую очередь и только потом доходят до нашего YouTube-канала. А учитывая всю нестабильную ситуацию с видеоплощадкой, там мы продолжаем оставаться на связи. Ну и конечно же, там вас ожидает прочий разнообразный контент. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. После обновления игры до версии 4.3.0 мы уже обсуждали обновленную базу данных эпических футболистов. И по большей части это все те же самые игроки, которые уже присутствуют в игре и карточки которых, буквально те же самые версии, также появлялись в игре, просто со вторым бустом. Но это не отменяет того факта, что до добавления этих футболистов в базе данных присутствовали и другие футболисты, начиная с осени, о которых мы также говорили в одном из предыдущих роликов. И до недавнего времени мы могли только предполагать, какими же именно версиями будут представлены эти футболисты, ибо как кроме их имени и фамилии в базе данных больше ничего не присутствует. Ни изображений, ни возраста, ни каких-либо иных характеристик, но не так давно эта ситуация изменилась. В китайской версии eFootball были обнаружены новые изображения для предстоящих эпических карточек, и здесь есть о чем поговорить, потому что эти самые изображения проливают свет на предстоящих игроков, которые даже могут некоторых порадовать. Поэтому давайте обсудим их сегодня поподробнее, устраивайтесь поудобнее и не забывайте поддерживать это видео своими большими пальцами вверх. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Перед началом хочется выразить отдельную благодарность нашим датамайнерам, в частности блогеру из Твиттера под никнеймом Бади, который и поделился представленными изображениями предстоящих карточек. В лишний раз подтверждаем официальность этих изображений, то что они именно сделаны Konami для будущих карточек. Вот они, как вы можете наблюдать, присутствуют среди других изображений для уже имеющихся карточек в игре, которые уже выпускались, и вот пара-тройка из них также присутствует вместе с ними. В общей сложности было добавлено около 12 изображений для футболистов, которые присутствовали в базе данных ранее, и как минимум один новый футболист, который в базе данных не значился. Но обо всем по порядку. И начнем мы с Денниса Беркампа. Как мы можем заметить, исходя из представленного изображения, его новая карточка будет представлена именно за Аякс. До недавнего времени было непонятно, каким именно будет голландец, не то ли от Арсенала, не то ли снова от Интера будет перевыпуск одной из этих двух карточек. Но по сути это будет новая карточка, которая ранее не была в игре. Однако это все еще не говорит о том, что у Беркампа будет новая моделька, поэтому шансы на новую модельку я бы оценил как 50-50. Также немножко про Ромарио. Мы говорили про него еще в осеннем ролике, когда база данных тогда обновилась и появилась его фамилия среди остальных фамилий. В игре уже появилась его бразильская версия, которая является по сути перевыпуском прошлогодней карты, только с двойным бустом. И вот уже другая, также бразильская версия, только не за Васко да Гама, как это было опять же в прошлом году в одиночном паке, а уже за Фламенго. Разница в том, что в этой части, в 25-й части, Фламенго вновь вернулась в игру в своем лицензированном виде, а поэтому в рамках данного сотрудничества, скорее всего, Ромарио и появится как игрок Фламенго, что и подтверждает данное изображение. И с высокой долей вероятности, как и в прошлом году, эту карточку выкатят в отдельном паке на 50 футболистов, а может быть и вовсе она будет доступна только для бразильского региона. Тут еще пока ничего не подтверждено. Джон Аши. Мы также говорили про него в одном из предыдущих роликов. Это по сути дебютант, который впервые появится в качестве эпического игрока в eFootball. Он будет представлен в качестве чемпионской версии сезона 06-07. Учитывая его рост, моделька обещает быть рослой и остается только дождаться цифр. Но я более чем уверен, в целом, учитывая кандидатуру Аши и то, что это игрок партнерского клуба, думаю, что цифрами, оборонительными скиллами Konami его не обидят. И снова к нам возвращается Франк Рибери, на сей раз в качестве игрока Баварии.
В начале 25-й части мы получили его более возрастную версию за Фиорентину, до этого появлялась его карточка за сборную Франции, и, судя по всему, в недалеком будущем мы увидим перевыпуск его прошлогодней карты сезона 12-13. И если я не ошибаюсь, то в прошлом году у Konami были небольшие проблемы с изображением, поскольку на прошлогодней карточке они использовали фотку сезона 11-12, в то время как карточка сама отсылалась к сезону 12-13. Но в новой версии с новым дизайном вроде как используются фотографии именно из сезона 12-13. Далеко мы не отходим и даже скорее всего откатываемся на один сезон назад, поскольку здесь также представлен Петр Чех сезона 11-12. По сути, это перевыпуск его давнишней эпической карточки, которая даже успела побывать в рамках кампании eFootball Festival, когда нам раздавали одного или нескольких эпиков за бесплатные крутки. И по сути мы получаем ту же самую карточку, только уже с двойным бустом, что и подтверждает данный дизайн. Еще один интересный персонаж в данном списке — это Клаус Аугентелер, для которого это станет по сути первым появлением в качестве эпического футболиста. До этого он появлялся только в качестве бигтаймовской карточки, и стоит признать, что тогда у него именно вот оборонительные цифры были более чем, достойными. Конечно, он не самый высокий среди центрбэков, но при этом у него имеется прыжок, поэтому трудно назвать его этаким коротышкой, как того же самого Канавара, например. Ну и самое интересное, как по мне, это Рональдиньо, представленный в качестве игрока сборной Бразилии. По сути, это его первая карточка, которая не отсылается к его клубной карьере. Предыдущие версии карточек были либо за Барселону, либо за Милан. И получается так, что до этого Konami, по сути, брали середину карьеры бразильца и уже более возрастной период, когда он играл за Милан. Здесь же будет представлена куда более молодая версия, а именно 22-летняя, времен игры за ПСЖ и, в частности, выступления на ЧМ 2022 года. И это означает, что мы получим его обновленную модельку, в отличие от предыдущих его появлений. И вот такие вот у меня мысли касаемо представленных изображений будущих эпических карточек. Ваше мнение буду рад узнать в комментариях под этим роликом. Также не забывайте поддерживать его своими большими пальцами вверх, а канал подпиской и колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. Ну и также не забывайте подписываться на наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании под этим роликом. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!